Привет, друзья! Кольскую скважину мы посетили. Сегодня мы прикоснемся к тайне загадочных кругов в Лиино-Хамаре. Населенный пункт Лиино-Хамаре находится на западном берегу Печенгской губы, к востоку от озера Трифоноярви. От Кольской сверхглубокой до Лиино-Хамаре проехать нужно около 70 километров. В связи с тем, что Лиино-Хамаре – это закрытая территория, для проезда сюда необходимо оформить пропуск. Оформлять его необходимо в ФСБ за месяц до поездки. С 1800-х годов Лиино-Хамаре был в составе Российской империи. Отделившееся в 1917 году Великое княжество Финляндское стало независимой страной Финляндией, а в России большевиками была образована РСФСР. При этом в России началась гражданская война. Эти бои, вошедшие в историю как Первая советско-финская война, закончились в 1920 году мирным договором, заключенным в Тарту. Согласно этому мирному договору, между РСФСР и Финляндией порт Лиино-Хамаре вошел вместе со всем районом Петсама в состав Финляндии. Петсама – это нынешний поселок Печенга. Лиино-Хамаре был единственным океанским портом Финляндии. Он имел выход в Баренцево море Северного Ледовитого океана. Дорога на Ледовитый океан в Лиино-Хамаре была построена до 1931 года. По сегодняшний день дорога проходит по территории Финляндии в районе Лапландии и по территории России в Мурманской области. Во время советско-финской зимней войны в 1939 и 1940 годах СССР занял район Печенги, однако по завершению войны вернул его обратно в Финляндию, за исключением западной части Рыбачьего полуострова. Во времена Великой Отечественной войны, Советско-финской войны с 1941 по 1944 года порт Лиино-Хамаре был главной базой для вывоза никеля из стратегически важных для Германии месторождений в районе поселка Петсама, а также одной из важнейших военно-морских баз германских ВМС Третьего Рейха на побережье Баренцева моря. Эта база играла огромную роль в борьбе с советским Северным флотом и арктическими конвоями союзников СССР, а также находилась на передовом рубеже обороны оккупированной немцами Норвегии от наступающей советской армии. Порт и гавань Лиино-Хамаре были превращены в неприступную крепость. В систему обороны Лиино-Хамаре и залива входили 4 береговых батареи 150 и 210 мм орудий, 20 батарей 88 мм зенитных орудий противовоздушной обороны, оборудованных для стрельбы по наземным и морским целям. В порту на причалах были оборудованы железобетонные доты с бронированными колпаками. 19 сентября 1944 года Финляндия и СССР заключили Московское перемирие, завершившее Советско-финскую войну. По его условиям Лиино-Хамаре, как и весь район Петсама, вошли в состав Мурманской области РСФСР. После небольшого экскурса в историю Лиино-Хамаре мы практически доехали до места назначения. Как говорил ранее, нашей целью в Лиино-Хамаре являются загадочные круги. Они находятся чуть левее населенного пункта, вглубь сопок, по дороге на мыс Немецкий. Как и принято, в этих местах дорога – это совсем условное название. Так называемую дорогу выкладывали из булыжников еще немцы. Про эти места ходит множество разных легенд, от самых невероятных до вполне себе рациональных. Я вам расскажу про две самые известные из них. Однако, прошу обратить внимание, по сей день идут споры о правдоподобности обеих. Самая первая легенда про загадочные кольца в Лиино-Хамаре, которая самая правдоподобная, гласит, что данные бетонные сооружения были построены в качестве основания для огромных артиллерийских береговых батарей крупного калибра. Благодаря своей мощности они с легкостью смогли бы обстреливать часть Рыбачьего полуострова. Установить на батарею планировалось 305 мм корабельные орудия фирмы «Шкода», которые были демонтированы с потопленного французского дредноута и отложены на черный день. Батарея получила кодовое название «Петтер», однако во всех других нацистских документах батарея называется «Суоми». Взяв во внимание особенности сооружений и боевого применения береговых батарей крупного калибра, было понятно, что батарея, состоявшая из 4 огневых точек, была недостроенной и, соответственно, в боевых действиях не принимала участия. Спустившись с одной из сопок, мы наткнулись на пещеру с укрепленной огневой позицией, которая находится ровно под одним из затопленных строений.
Особо долго не стали исследовать пещеру, так как очень велика вероятность наткнуться на какой-нибудь не разорвавшийся снаряд, ведь в этих местах и по сей день повсюду видны следы войны. Однако, до конца пещеры мы все же дошли. Она состоит из единственной прямой штольни протяженностью метров 15. В самом конце штольня взорвана, не знаю кем. То ли еще немцами, чтобы что-то скрыть, то ли нашими войсками от любопытных туристов вроде нас, во избежание несчастных случаев в катакомбах. Судя по фрагментам старого немецкого чертежа, это место именно то, что изображено на данном чертеже. Пещера являлась, скорее всего, подходом к одному из этих орудий. Если в первом предположении все понятно, скорее всего, оно и является истиной, которая где-то рядом, то вот вторая легенда Третьего Рейха вовсе покрыта тайной и мраком. А звучит она вот так. В районе поселка Лиины-Хамари Аненербе построили секретное производство, на котором разрабатывали новейшие вооружения, летающие тарелки Шаубергера, которые способны преодолевать земную гравитацию. К разработке мистического оружия привлекали саамских шаманов, которых после казнили в концлагере Маутхаузене, чтобы избавиться от свидетелей. Серийное производство летающей тарелки планировалось запустить в начале 1945 года. По слухам, аппараты могли развивать скорость до 21 тысячи км в час и долететь до орбиты всего за 8 минут. Рядом с поселком Лиины-Хамари есть невысокая гора, имеющая особенность. Там очень много широких кварцевых жил, которые уходят чуть ли не до ядра Земли, которые использовались как гигантский пьезоэлемент для получения энергии для запуска тарелок. Именно это и привлекало Аненербе, которые лезли туда всеми возможными способами, дабы развернуть производство летающих тарелок на широкую ногу. А охраняли северные объекты элиты вермахта горно-пехотной дивизии Эдельвейс. Так как же запускали чудо-аппараты? Двигатель летающих тарелок был водяным. В его центре находилась полость, заполненная водой. Вокруг нее был электромагнитный двигатель, который приводил воду в движение, разгоняя ее по кругу. Запускались тарелки также с воды. На той самой горе и находятся загадочные сооружения. Со слухов, по бокам этих необычных бассейнов были еще два двигателя, которые разгоняли жидкость. Но вся эта техника начинала работать только после того, как шаман произносил заклинание. Вода с огромной скоростью начинала вращаться в самой тарелке и в котловане. Появлялся водяной вихрь, возникал эффект антигравитации и тарелка взлетала. Вот как-то так. Кстати говоря, немецкие ученые, работавшие на Гитлера, совершенно серьезно утверждали, что уже к 1940 году создали летающую тарелку, приводимую в движение турбиной Шаубергера, которая закручивала воздушные потоки в круговые колебания, результатом чего являлась чудовищная сила, заставляющая аппарат левитировать, летать со скоростью 2000 км в час, подниматься на высоту 12200 метров, и все это менее чем за 3 минуты. На этом мой сегодняшний рассказ подошел к концу, а в следующей серии мы попытаемся проехать на Рыбачий полуостров. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, чтобы увидеть новые интересные серии первым. Понравилось видео? Поделись ссылкой с друзьями. Благодарю всех за внимание и до новых встреч!